Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, зима на дворе, 13 декабря, на улице холод, и значит надо топить печки. Все топят печки, у кого они есть, кто на газу, кто на углю, я на дровах. Но только и не только я топлюсь дровами. У меня завелся барабашка или воришка, я не знаю, который тоже топится моими дровами. Но впереди Новый год, друзья, а соответственно надо делать подарки. Очень хорошие, интересные подарки. В прошлом году, я вам скажу так, у меня барабашка этот забирал дрова вот отсюда, из дровяника. Здесь у меня березовые лежали дровишки. И что я сделал? Защищал свои дрова вот такими саморезами, шурупами я накрутил, чтобы он либо дрова не смог вытащить, либо руку туда засунул и зацепился. То есть попал в капкан. Но это было в прошлом году. А в этом году все повторяется, но только уже на другом месте. Из других щелей барабашка таскает дрова. Вот отсюда прям даже видите след. Вот такое очертание обуви. И вот, конечно, да, щели такие большие, но он все-таки таскает отсюда вот так дрова. Раз дровишку, два дровишку. Он уже много отсюда стаскал. Смотрите, как. Если общим планом взять, то тут много уже вытащено. Ну, ладно, пускай греется. Мне как бы не жалко в этом плане. Но теперь тогда будем раздавать подарки. А какие подарки самые такие на Новый год, самые веселые, которые приносят много радости? Угадайте. Правильно, фейерверки. Поэтому в этом ролике, друзья, будем дарить фейерверки петардами тем, кто берет у меня дрова. Итак, друзья, канал Юрганов Лайф, меня зовут Иван. Погнали! Петарды бесплатно в дровах. Готовим. Чтобы барабашек отучить брать мои дрова, понадобится нам приманка. А приманка — это те же самые дрова, которые лежат у меня в дровянике. То есть сейчас вот эти я возьму. Дрова готовы. И сейчас будем готовить домашний салют. А еще нам понадобятся сами петарды, которые будут создавать праздник. Праздник в доме у барабашки. Так, я сильно радовать не буду. Я приготовил для них, для барабашек, для воришек вот такие петарды. Это К2 Корсары. К2 это слабенький, такой не сильно веселый. Дальше повеселее К3 немного. Он немножко мощнее, но чтобы праздник был все-таки ощущался праздником, он побольше. Но еще один мы испытаем, это Корсар 8 мини. Маленький, коротенький, который, ну, скажем так, праздник принесет все-таки в дом. Очень хороший праздник. Ну а сейчас готовим подарки. Подарки на Новый год. Что же мы сейчас сделали? Просверлили отверстие подходящего диаметра как раз для наших новогодних подарков. И теперь просто засовываем туда петарды. Как можно поглубже. Ну, не обязательно, конечно. Главное, чтобы они не торчали. А теперь необходимо отверстие с петардами закамуфлировать. Как это можно сделать? Это можно сделать опилочками. Насыпать туда же назад опилок. Главное, чтобы не было видно. Ну, по крайней мере, в глаза не бросалось. Вот примерно так. Можно чопиками.
Ой, слишком яркий чопик взял, надо его посмотреть. Но тем не менее, понимаете, но другой стороной. Так, можно всякими обрезками деревяшечек. Крупной, там стружкой, опилкой. Вот примерно так, чтобы не было видно. Вот уже в глаза не бросается. И крупный подарок для дорогих гостей тоже обязательно надо подготовить. Новый год не за горами. Берем уже побольше сверло. Также просверливаем отверстие. Не подходит, надо чуть-чуть побольше. Сейчас сделаем побольше. Развандалил отверстие, стало оно чуть-чуть побольше. И теперь Корсар 8 заходит туда изумительно. И опять же надо все скрыть это. То, что сделали, чтобы было незаметным. На этот раз я буду использовать Корсар, туда опускаю. Использовать опилки и ПВА. Все чуть-чуть подсохнет, и салют домашний готов, фейерверк домашний для барабашки. Итак, что мы имеем? У нас есть 6 дровины, корсары 2, корсары 3 и корсары 8 мини. Можно сказать, не видно. Итак, и есть импровизированная печка, как бы домашняя барабашка или кто там, воришки. Ну и как это выглядит? Опа! Типа вот, о, халявные дрова, смотри, какие классные. Ну это лучше, конечно, отвернуть. О, смотри, сколько их много, давай возьмем, погреемся, халява. Берут и идут домой. А здесь у них такая печка догорает. И что они делают? Они берут и кладут новые дровишки. Итак, вот первый корсарчик. Вернее, не первый корсарчик, а какой? Правильно. Второй. Одну дровишку и вторую. Вот так они кладут и греются. Смотрим, что происходит у них с печкой. Итак, только что одна взорвалась, буквально через минуту, вторая, но она не взорвалась, она просто что-то как-то пыхнула. Ну, не шибко сработало, ладно, ничего страшного. Так, запускаем следующую партию. Это у нас К3 петарды. Поехали. Также устанавливаем их внутрь. Хорошенько так, чтобы они прогрелись. Раз и два.
И смотрим, что будет. Достаточно все громко было, здорово. Напугаться можно, а этого хватает для того, чтобы в следующий раз дрова не брать. Так, что у нас тут получается? Костер горит. Но у нас еще что есть? Правильно, 8-е корсары. Ну что, приступаем их, готовим. Давайте. Одну вот так вот, а вторую вот так вот. Во. Восьмые корсары вообще шикарно взорвались. Видно, чуть-чуть разбарабанило деревяшечку. Одну, вторую тоже. Там ее, смотрите как. Ну, плюс в огонь все это улетело. Шикарно, шикарно, все шикарно получилось. А вот развалины, посмотрите какие. Похоже, здесь барабашка жил до какого-то времени, пока у меня не стал брать новогодние дрова. Поэтому, друзья, бойтесь брать чужое имущество. Ну что, вы теперь знаете, как угощать подарками, фейерверками, петардами барабашек людей, которые берут ваши дрова. Это берете, просто подготавливаете дровинку одну, просверлили дырочку в ней, положили туда петарду на ваш вкус и цвет, какой вы это хотите вы сделать подарок. Дальше кладете эту дровинку назад в дровяник. Но только запомните, где она лежит, и ни в коем случае сами ее не берете. И все, и ждете, что получится. Сразу можете посмотреть, пройтись по знакомым, незнакомым, кто у вас берет эти дрова. Ну так, прикинуть, кто перекладывает печку, тот ее и взял. Друзья, вот такой полезный совет. Пока все эти эксперименты проводил, немножко подзамерз, на улице минус 15. В общем, что я хотел сказать. Вернее, напишите в комментарии, какой вам способ больше понравился. Либо с саморезами, которые руку засовываешь, а потом назад выдержаешь, вместе, скажем так, с мясом все это раздирается. Либо петардами, либо, может, какой-то у вас свой способ гуманный, негуманный. Заслуживают они такого или нет. Напишите обязательно в комментарии. А это был с вами Иван, канал Юрганов Лайф. Друзья, лайк, подписка и с вас комментарий. Я прощаюсь, до новых встреч, пока.